Сегодня я хочу показать, как приготовить лазанью с курицей. Для этого рецепта нам нужно приготовить два основных соуса. Один соус с курицей и второй соус бешамель. Начнем с первого. Для соуса с курицей нам понадобится одна большая луковица, и мы должны порезать ее мелким кубиком. Затем мелко нарежем 2 зубчика чеснока. Две средние морковки нарезаем мелким кубиком. Затем возьмем 4 или 5 свежих листиков базилика и измельчим их ножом. Если нет свежего базилика, то его можно заменить сухим. Тогда возьмем пол чайной ложки. Теперь нам нужно 500 грамм куриного мяса разрезать на кусочки и сделать куриный фарш. Также можно подготовить 2 стебля сельдерея. Их нужно так же, как и морковку, нарезать мелким кубиком. Я сельдерей не кладу, но рекомендую, так как это очень вкусно. Сейчас нужно все обжаривать. Возьмем большую сковороду, нальем немного оливкового масла и кладем обжариваться лук, чеснок, нарезанную морковку, если есть, то нарезанные стебли сельдерея. И пусть это все обжаривается до тех пор, пока не станет полуготовым. Еще нам понадобится 800 грамм томатного пюре. Его я приготовила в блендере из томатов в собственном соку. Я разотру в ступке горошки черного перца. Теперь к полуготовым овощам добавляем фарш и будем обжаривать вместе с овощами до тех пор, пока он не поменяет цвет. И затем добавляем 50 грамм томатной пасты. Выливаем в сковороду 800 грамм пюре из помидор. Добавим 200 мл белого вина. Три чайные ложки сахара, 1 чайную ложку орегано, измельченный базилик, молотый черный перец и щепотку соли. Затем накрываем крышкой, уменьшаем огонь и оставляем тушиться на 1,5–2 часа. Этот соус можно приготовить заранее, за день до приготовления лазаньи. Ну а сейчас делаем соус бешамель. В сотейник кладем 60 грамм масла и 40 грамм муки. Будем обжаривать, интенсивно помешивая венчиком. Мука немного должна обжариться, на это уйдет около минуты, и затем постепенно нужно ввести 560 мл молока. И при этом постоянно помешиваем венчиком, чтобы не пригорело ко дну. А когда мы введем все молоко, нужно будет ввести пол чайной ложки мускатного ореха, свежемолотый черный перец и соль по вкусу. Затем продолжаем мешать, пока соус не начнет густеть. Готовый соус бешамель снимаем с огня. И сейчас можно начинать собирать лазанью. Подготовим прямоугольную форму, смажем дно и бока оливковым маслом.
На дно формы кладем 1/3 часть куриного соуса, распределяем хорошенько по дну. Затем сверху нам нужно полстакана соуса бешамель, это как раз 1 поварёшка, и наливаем равномерно на куриный соус. Затем следуют пластины для лазаньи, 3 штуки. И теперь повторяется все по новой. Опять соус из курицы и так далее. И последний слой соус бешамель. Сверху посыпаем сыром пармезан. Нам понадобится 100 грамм натертого сыра. И накрываем фольгой. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 25 минут. А потом еще 25 минут без фольги. И вот готова лазанья с курицей. Такая аппетитная, красивая, очень ароматная. Теперь, прежде чем ее подавать, нужно дать ей минут 15 или 30 остыть. Затем можно украсить свежими листиками базилика и нарезать на кусочки. Лазанья с курицей получилась очень вкусной. Я надеюсь, что вам понравится этот рецепт. Приятного аппетита! Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до следующих видео. Пока!